Всем привет! Вы находитесь на моем канале, меня зовут Дмитрий. Многие спрашивают у меня, почему в стиральной машинке здесь остается вода, застаивается. И еще второй вопрос, как прочистить вот эту трубочку, которая называется у нас аварийный слив. Сегодня я вам покажу, как это сделать. Прежде чем почистить фильтр, всегда нужно выкрутить, для этого нужно выкрутить вот эту пробку. Когда мы выкручиваем пробку, там вытекает вода. То есть для этого нужно воспользоваться аварийным сливом. Аварийный слив очень часто бывает забитый. То есть вы его открываете, заглушку вытянули, вода не течет. То есть и вам приходится, если вдруг насос заклинило и вода не слилась в барабане, то всю эту воду в ведро воды выливать, откручивать потихонечку фильтр и сливать там по чуть-чуть воду. Так как аварийный слив у вас не работает. Многие спрашивают, как его прочистить. Сейчас я вам покажу. Для начала попробуйте его вытащить до конца. То есть он бывает, когда вот так вставлен, он там внутри пережимается и вода не стекает. Вытянули, сильно его не тянет, потихонечку так. Все, вот у меня он, вот видите, вот я его вытянул, вот перегиб как раз. Теперь пробуем. Вот у меня потекла вода, ну бывает не течет. Тогда, если вдруг он забит, ну 2-3 способа. Самый простой — это обычная спринцовка. То есть вы вытягиваете пробку, нажимаете спринцовку, или даже не нажимаете, сначала ее вставляете сюда и нажимаете. Все, слышите, как оно, воздух? Даже когда ее отпускаешь, она теперь выбирает остатки воды. Вот видите? Все, и теперь водичка спокойно стекает. Это первый способ у нас. Так, сейчас я вам покажу второй способ. Эту воду выливаем. Ну, спринцовка, не знаю, скорее всего, что у всех есть. Но если даже нет, я думаю, шприц у всех есть обычный. Принцип тот же самый. Вытягиваем иглу. Вытягиваем заглушку. Также шприц делаем. Не обязательно, чтобы он был такой большой. Можно даже и меньше. Вставляем его. Упираем так, чтобы резинка уперлась. И также нажимаем, как спринцовку. И туда-сюда его делали и прочистили. Все, водичка потекла. То есть этот второй способ. Это как бы такие легкие способы. Есть третий способ, но он не всегда помогает. То есть это взять вот такую проволоку мягкую. Ну, у меня это короткая проволока. Это должна быть подлиннее. Вытягиваем пробку, вставляем. И туда ее загоняем. Пытаемся провернуть. Ну, этот способ не очень хороший. Он обычно плохо чистить и обычно не получается. Лучше всего спринцовка, либо шприц. Все. Так можно прочистить это аварийный слив. И потом, когда вы основную воду уже слили с барабана,
Тут все равно остается немножечко воды, там грамм 150-200, там, не знаю, у кого как. И тогда вы уже подставляете либо тряпку половую, вот подставили, и потихонечку откручиваете, оно вливается в тряпку, тряпку выжимаете, либо такой поддончик. Кстати, так подставляете и опять же понемножечку и сливаете ее, и все. Вот так ее можно прочистить. Потом выкручиваете уже пробку и чистите фильтр. Дальше я вам покажу по поводу манжета. Так, теперь я вам покажу на этой же стиральной машинке. Многие спрашивают, почему здесь остается вода. Это манжет люка. Вот она, дверца у нас закрывается. Почему здесь остается вода? Здесь есть два отверстия. У кого 3 стиральные машинки в манжете, видите? Они бывают забиваются, и вода остается. Вот, видите, забивается в такую грязью. Эти отверстия, они идут вовнутрь барабана. Их можно прочистить обычной проволочкой, мягкой только, не твердой. Просто вот так вставляете ее. И вот, слышите, оно уже стало как бы по барабану ерзать. Вот это вы ее прочистили. Видите, сколько грязи. И вторую также прочищаете. Вот видите, она вылезла в барабан. И вот это все надо будет потом прочистить, вытереть тряпкой. Это вся грязь, она забивает вот эти дырочки, отверстия эти. И вода здесь остается и потом застаивается. Так можно прочистить. И протираем это все тряпочкой сухой. Сильно не давим, никакую химию туда не заливаем, потому что я имею в виду там утенка или этого крота сюда заливать нельзя, потому что резина не предназначена для такой химии, просто она разлезется и все, и вам придется менять. И все, и вам придется менять весь вот этот манжет люка, придется менять. Поэтому прочистили тряпкой, протерли, все, больше никакую химию. Дальше я покажу вам еще. Спрашивают, машинка стиральная то сливает, то не сливает. И выходит в ошибку, то есть мигают лампочки и показывают ошибку, что нужно прочистить фильтр. Допустим, многие чистят фильтр. Тот, что есть у меня видео, вот этот фильтр, который я вам только что показывал, он чистится, но стиральная машинка все равно то сливает, то не сливает воду. Сейчас я вам покажу, как можно это сделать, проверить, по крайней мере, насос целый или нет, либо забита канализация, шланг канализации. Так, проделаем все то же самое, как я вам вначале рассказывал. То есть подстилаем тряпку. Тряпку по-любому желательно подстилать, потому что не у всех, допустим, на полу линолеум, у кого-то ламинат. Вода по-любому частично протекает. Даже если вы подставите там какой-то поддон, все равно частично вода попадет на пол. Поэтому у кого ламинат там или деревянный пол, то лучше подложить половую тряпку, чтобы не попала на воду. Вытягиваем аварийный слив, как я показывал до конца. Сливаем остатки воды. Если не сливается, берем спринцовку, вставляем. Так даже можно быстрее ее слить. То есть она теперь сама начинает вытягивать эту воду. Остатки воды с машинки.
Вот, слышали, уже все, уже воздух пошел. Значит, воды там уже нет. Опять же, эта вода может все равно частично там быть, потому что шлангочка вот эта, она находится не прям в самом низу, а чуть-чуть сбоку. Поэтому все равно водичка немного вытечет. Поэтому пытаемся подставить все равно. Потихонечку выкручиваем. Ну, в принципе, вода вся вышла. Видите, воды у нас нет. Все. Раз вы уже разобрали фильтр, проверяем. Крыльчатку прокручиваем. Раз вы уже сняли фильтр, для начала попробуем. Бывает, попадает под вот эту крыльчатку монетка или какой-то мусор, и крыльчатка не крутится. Тут, видите, ничего нет. Мусора никакого. Вы выкрутили, посмотрели, мусора нет. Опять вставляете пробку, опять она то сливает, то нет. Потому что монетка бывает упадет, а как при стирке попадает между крыльчаткой и улиткой и клинит. То есть вам надо попробовать этот насос прокрутить, крыльчатку насоса прокрутить. Видите? Она крутится. Ничего там внутри у нас нет. Значит, причина может быть в другом. Значит, пока оставляем это так. Дальше вам покажу, что делать. Так, теперь мы фильтр проверили. Крыльчатку проверили. Все крутится, все нормально. Теперь нам надо проверить канализационный шланг, который вставляется в канализацию на слив. Для этого нам надо. Ну, пока аварийный слив нам уже не нужно. Мы его вставляем на место, чтобы он нам не мешал. Так, и снимаем вот эту крышку. Снимается она тоже легко. Так она не выйдет. Чуть-чуть вверх ее. Вот так. И вытягиваем. Все. Чтобы больше места у вас здесь освободилось. Подставляем противень. Или что у кого есть. Так, чтобы оно... Когда вода отсюда будет выходить, наполнить теклом, все равно оно будет немножко попадать. Ну, основная вода. Вытягиваем шланг канализации. Это слив, который входит у вас в канализацию. Не знаю, как у вас он соединяется. У меня он вставляется резинку. Резинка вставляется в канализацию. У всех по-разному. Кто-то там на трубку вставляется он хомутом. Ну, в общем, вам надо его снять. И теперь, чтобы проверить, забит он или нет, берем ту же самую спринцовку. Вот. И вот сюда смотрим теперь. Вот мы ее вставляем, спринцовку, вот так. И нажимаем. Видите? Вода отсюда нормально продувается. Значит, шланг у нас не забит. Значит, с канализацией все в порядке. Все в порядке со сливным. Значит, вам следующее надо смотреть либо канализацию, в которую она сливается, либо, значит, проблема уже с насосом. Тогда вам надо вызывать мастера и менять насос. Если вы хотите сами поменять насос, у меня есть видео. Я под низом выложу видео, как менять в этой стиральной машинке насос. Так, ну, в принципе, все я рассказал. Кому видео понравилось, оказалось полезным, подписывайтесь. Всем пока. На сегодня у нас уже все.